Я из тех, кто чихает на солнце, что также известно как световой чихательный рефлекс или аутосомно-доминантный непроизвольный гелиоглазной синдром взрыва. По сути, это означает, что при выходе из темного помещения на ярко освещенную улицу и при взгляде на солнце я чихну. Ждем. Вот, пожалуйста, чихаю на солнце. Но почему это происходит? Люди знали об этом эффекте по меньшей мере несколько тысяч лет. Вероятно, Аристотель тоже чихал на солнце, поскольку в своей книге «Проблем» на вопрос, почему солнце вызывает чихание, он отвечал, что тепло солнца вызывает потоотделение в носу, и поэтому вы чихаете, чтобы избавиться от влаги. Но пару тысячелетий спустя сэр Фрэнсис Бэкон показал, что дело не в этом, потому что когда он закрывал глаза и поворачивался к солнцу, он не испытывал светового чихательного рефлекса. Его объяснение состояло в том, что слезы, попадая в носовую полость, вызывают щекотку, из-за чего происходит чих. Но даже у этой теории есть проблемы, ведь слезоотделение – процесс гораздо более медленный, чем световой чихательный рефлекс, так что это не может быть причиной. До исследования этого вопроса я считал, что обладание данным рефлексом должно предоставлять какое-то эволюционное преимущество перед теми, у кого его нет. Если подумать, чихание – способ передачи инфекции. В вашей слизи могут быть живые бактерии, вызывающие туберкулез или ангину, или вирусы, вызывающие корь, краснуху или грипп. Поэтому, когда живешь во влажной темной пещере и чихаешь, твоя слизь остается на земле и стенах, и эти возбудители могут жить часы или даже дни, что увеличивает вероятность распространения этого заболевания среди людей, проживающих с тобой в пещере. Однако, если чихать, как только выходишь из темной пещеры на яркое солнце, слизь будет быстро высыхать, или все возбудители будут уничтожены пагубным влиянием ультрафиолета, что значительно снизит риск распространения заболевания. К 1960-м некоторые исследования показывали наследственный характер светового чихательного рефлекса. Был отец, чихавший 2 раза при выходе на яркое солнце, и когда проверили его маленькую дочь 4 недель от роду, перенеся ее из темной комнаты на солнце, она чихнула ровно 2 раза. А к 80-м было понятно, что эта черта была аутосомно-доминантной. Это значит, что достаточно унаследовать одну копию гена от одного из ваших родителей, чтобы признак проявился. Но после популяционных исследований выяснилось, что только от 18 до 35% людей обладали данным рефлексом. Так что не думаю, что он дает какое-то эволюционное преимущество, иначе он был бы у всех. Знаете, это может быть одной из случайных мутаций, которые происходят постоянно и продолжают существовать, потому что это не хорошо и не плохо с точки зрения эволюции. Так что он встречается у каждого 4-го. Угадайте, у кого на фото есть этот рефлекс? Сегодня известно, что ген, отвечающий за световой чихательный рефлекс, находится во 2-й хромосоме, и изменение произошло всего в одной букве ДНК. У меня во 2-й хромосоме стоит С там, где у людей без этого рефлекса Т. И знаем мы это, потому что в 2010-м было исследование 10 тысяч людей, которые онлайн сообщили, есть у них световой чихательный рефлекс или нет, а затем их ДНК проанализировали. Группы сравнили и обнаружили, что у обладателей этого рефлекса есть сходство в изменении именно этой определенной буквы ДНК. Это весьма удивительно. Неизвестно, как именно это изменение влияет на физиологию и делает человека более восприимчивым к солнечным чихам. Но лучшая на сегодня теория гласит, что в это вовлечен тройничный нерв, самый большой черепной нерв, отвечающий за все ощущения на лице. И в соответствии с названием у него 3 ветвления. Одно из них получает стимулы от глаз, а другое от носа. Идея в том, что очень сильная стимуляция оптического нерва может влиять на верхнечелюстную ветвь, вызывая небольшую щекотку, из-за которой вы чихаете.
Световые чихи весьма безобидны. Конечно, если вы не управляете истребителем или не выполняете тонкую операцию. И данная методология позволяет нам узнать многое о различных наследуемых особенностях и болезнях, просто изучая генотипы множества людей. Переведено и озвучено Voice Power. Выход этого эпизода Веритасиума поддержала компания 23andMe, которая выяснила, что этот полиморфизм гена отвечает за световой чихательный рефлекс. Название компании отражает факт, что у людей 23 пары хромосом, и цель компании — дать людям возможность взглянуть на свою ДНК. Вы плюете в баночку, что сложнее, чем кажется, и отправляете им. В слюне есть ваши клетки, они анализируют ДНК из этих клеток и отправляют вам отчет, из которого вы можете узнать много всего о ваших генах. Например, откуда они, кто ваши предки и есть ли у вас световой чихательный рефлекс. Разделяем ли мы с вами тоже единственное изменение в ДНК нашей второй хромосомы. Еще можно узнать о здоровье, других физических особенностях и насколько вы неандерталец. Если хотите узнать больше о вашем генотипе, тогда вам по этому адресу. Спасибо 23andMe за поддержку и спасибо вам за просмотр.